Потому что я толстая. Я всегда знала, что я не из тех женщин, на которых оборачивается на улице. У меня обычное лицо, тихий голос, и да, я полная. Не всегда была такой. Но после рождения второго ребенка вес начал расти, а силы бороться с этим убывать. Жизнь пошла по кругу. Работа, дети, быт, усталость и снова работа. Муж вначале не говорил ничего. Иногда посмеивался, что я обняшка или мягкая подушка, а потом начал все чаще задерживаться на работе. Телефон экраном вниз. На кухне молчание, в глазах равнодушие. Однажды он просто сказал: «Я больше не могу, у нас ничего нет. Ты себя запустила, я хочу быть женщиной, которая ухаживает за собой». «То есть ты уходишь, потому что я толстая?» — спросила я с комом в горле. «Да, и ушел. Не на время, но совсем. К молодой, стройной, легкой на подъем». Я сидела тогда на кухне до рассвета. Боль была такая сильная, как будто меня физически порвали на части. Неужели все годы, забота, любовь, все это ничего не стоило? В его глазах ничего, только цифры на весах и складки на животе. Было унизительно, обидно, страшно. Я не знала, как говорить детям, не знала, как снова улыбаться. Но знаете что? Прошло время, и я поняла. Я не толстая, я женщина, которую предали. Я человек, у которого забрали опору, но не достоинство. Я пошла к врачу, к психиатру, и начала худеть не для него, а для себя. Стала внимательной к себе, начала слушать, чего я хочу. Однажды мы столкнулись, я и он. Он стоял, смотрел на меня долго, уже не такой уверенный, а я уже не та. Внутри меня была сила, которую он даже не удосужился разглядеть. Теперь я знаю, дело было не в весе, просто он не смог полюбить глубже, чем внешность, а я смогла себя.